Привет, друзья! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. В русском языке, как и в других языках, есть слова, значение которых очень зависит от контекста. То есть значение слова будет меняться в зависимости от контекста. И эти слова очень важно знать и понимать, потому что есть такие выражения, как «хорошее дело браком не назовут». Как это понять, если не знать разные значения слова «брак»? Вот о таких словах, они называются омонимы, мы сегодня поговорим. Я подготовил 15 самых распространенных, популярных слов, которые вам нужно знать. Так что включайте субтитры и давайте начинать. Первое слово – рак. Рак. Рак – это животное, такое маленькое животное, которое живет в воде. И это еще и очень опасная, очень неприятная болезнь, которую очень сложно вылечить. Давайте посмотрим на примеры. Рак как животное. В детстве мы с братом ловили раков в озере. В детстве мы с братом ловили раков в озере. Болезнь. Рак как болезнь. Он очень боится заболеть раком. Он очень боится заболеть раком. Второе слово – это палец. Палец, да, вот у меня есть пальцы, это пальцы. Но дело в том, что это палец, и это палец, и это тоже палец, это большой палец. И на ногах у меня тоже пальцы. Да, у меня 10 пальцев на ногах и 10 пальцев на руках. У меня на руке 5 пальцев. Мой большой палец на ноге болит после прогулки. Мой большой палец на ноге болит после прогулки. Следующее слово – курс. Курс. Курс имеет несколько значений, но самое распространенное – это вот эти три. Первое. Направление движения. Направление движения. Курс у корабля, например. Второе значение – это учебный курс. Например, курс русского языка. Или курс подготовки специалистов по ядерной физике. То есть учебный курс. Третье значение – это курс валюты. Курс валюты. То есть это стоимость валюты. Доллар стоит 88 рублей. То есть курс доллара 88 рублей. А какой курс евро? Примеры. Из-за сильного шторма нам пришлось изменить курс. Из-за сильного шторма нам пришлось изменить курс. Я записался на онлайн-курс по грамматике русского. Я записался на онлайн-курс по грамматике русского. Или в университете я очень любил посещать курсы по истории искусства. В университете я очень любил посещать курсы по истории искусства. Курс доллара к рублю сегодня достаточно высок. Курс доллара к рублю достаточно высок. На бирже
происходит постоянное изменение курса валют. На бирже происходит постоянное изменение курса валют. Четвертое – это лук. 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 Просто лук. И лук – это овощ. И также лук – это оружие. Лук – это овощ, и лук – это оружие. Добавьте немного лука в салат, чтобы придать ему пикантный вкус. Добавьте немного лука в салат, чтобы придать ему пикантный вкус. Я всегда мечтал научиться стрелять из лука. Я всегда мечтал научиться стрелять из лука. Пятое слово – это мир. 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 Мир – это земной шар. Мир – это наша планета Земля. Это мир. Весь мир, целый мир. Но мир также это отсутствие войны, когда все спокойно. Технологии сильно меняют наш мир. Технологии сильно меняют наш мир. Нам нужен мир, а не война. Нам нужен мир, а не война. После долгих переговоров удалось достичь мира в этом регионе. После долгих переговоров удалось достичь мира в этом регионе. Шестое слово – это коса. Коса. И коса – это прическа. У меня нет ее, но можно как-то вот так ее сделать. Коса – это прическа. И коса – это инструмент для срезания травы. У нее длинная и стильная коса. У нее длинная и стильная коса. Она заплела дочке косу и украсила ее бантом. Она заплела дочке косу и украсила ее бантом. Мой триммер сломался, и поэтому я взял косу и пошел косить траву. Мой триммер сломался, поэтому я взял косу и пошел косить траву. Он срезал высокую траву на лугу косой. Он срезал высокую траву на лугу косой. Итак, коса и коса. Но он взял косу. Косу, именно косу. Она заплела косу. В некоторых падежах ударение меняется. Обратите внимание. Он взял косу, она заплела косу. Но и то, и это коса. Мат. Мат. Мат имеет несколько значений. Первое – это проигрышная ситуация в шахматах, в шахматной игре. Шах и мат. Шах и мат. Мат еще и мягкая подстилка, на которой можно лежать или заниматься йогой. И мат – это нецензурная лексика, нецензурные слова. Мы вчера играли в шахматы, и он мне мат за 2 минуты поставил. Мы вчера играли в шахматы, и он мне мат за 2 минуты поставил. Коврик для йоги – это специальный спортивный мат. Коврик для йоги – это специальный спортивный мат.
Пожалуйста, не используйте нецензурные слова и тем более мат. Пожалуйста, не используйте мат. Пожалуйста, не используйте нецензурные слова и тем более мат. Я не люблю мат в песнях. Я не люблю мат в песнях. Номер 8. Это дворник. Дворник. Дворник – это человек, который убирает двор, который убирает улицу. Это дворник. Но дворник – это еще и стеклоочиститель в автомобиле. Это дворники. Два дворника. Это дворники. Итак, дворник – это профессия, и дворник – это стеклоочиститель в автомобиле. Дворник приходит каждую неделю, чтобы убрать мусор. Дворник приходит каждую неделю, чтобы убрать мусор. Во время дождя дворники включаются автоматически. Во время дождя дворники включаются и выключаются автоматически. Кстати, друзья, если вы хотите транскрипции к моим видео и к нашим подкастам, а у нас еще есть крутой подкаст, то присоединяйтесь к membership программе. Это поможет вам регулярно практиковать русский, учить русский быстрее и учить русский с интересом. Все есть в описании. Попробуйте membership программу прямо сегодня. Номер 9 – это слово брак. Брак. Брак имеет два значения. Первое – это семейный союз. Семейный союз. Когда люди поженились. Да, это семейный союз, это брак. Но брак также какое-то некачественное изделие. Я купил телефон, он не работает. Это брак. Телефон бракованный. Их брак длится уже 20 лет. И они счастливы вместе. Их брак длится уже 20 лет. И они счастливы вместе. Брак – это священный союз между двумя людьми. Брак – это священный союз между двумя людьми. Я хочу оформить возврат этого телефона из-за брака. Я хочу оформить возврат этого телефона из-за брака. Он бракованный. Мы получили компенсацию от производителя за бракованную партию товара. Мы получили компенсацию от производителя за бракованную партию товара. Так вот, хорошее дело браком не назовут. Что значит эта поговорка «хорошее дело браком не назовут»? Мы так шутим про то, что про брак, про семейные отношения, что, брак, то есть семейный союз, это дело нехорошее, потому что хорошее дело, хорошая вещь не может называться браком. То есть священный союз — это что-то испорченное. Конечно, это такая шутка, но ее можно понять только если знать разные значения. Хорошее дело браком не назовут. Номер 10. Это кран. Кран. Кран – это механизм, который открывает и закрывает воду. Это кран. Но кран – это еще и большая такая машина, которая может поднимать разные грузы. Это тоже кран.
Я открыл кран, но вода не пошла. Что-то сломалось. Я открыл кран, но вода не пошла. Что-то сломалось. Я не пью воду из-под крана. Я не пью воду из-под крана. Я использую фильтр. Мы использовали кран для поднятия тяжелого груза. Мы использовали кран, чтобы поднять тяжелый груз. Мы использовали кран для поднятия тяжелого груза. Портовый кран медленно поднимал контейнер на корабль. Портовый кран медленно поднимал контейнер на корабль. Следующее слово очень простое, но оно тоже имеет два значения. Это лист. 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 Может быть лист бумаги. Но у деревьев и растений тоже есть листья. Да? Лист дерева или лист бумаги. Например, мне нужно распечатать 2 листа формата А4. Мне нужно распечатать 2 листа формата А4. Или эти листы бумаги мне не подходят. Мне нужны белые листы. Лист клена долго кружился и упал на землю. Лист клена долго кружился и упал на землю. Осенью листья опадают. Осенью листья опадают. Лист бумаги и лист дерева. Но листы бумаги и листья деревьев. Лист и лист, но листы бумаги, листы А4 и листья деревьев. Эти слова различаются во множественном числе. Листы и листья. Номер 12 это круг. Круг. Круг это геометрическая фигура, но круг также это группа людей. Круг людей по интересам. Это какое-то общество. Да? Отсюда и слово «вокруг». Что вокруг меня? Вокруг меня стол, стул, стены, потолок. Это все вокруг меня. Круг и круг. Круг – это геометрическая фигура. Круг – это геометрическая фигура. Она плывет в спасательном круге. Она плывет в спасательном круге. У меня очень узкий круг друзей. У меня очень узкий круг друзей. У меня мало друзей. Но в моем кругу никто не курит и не ругается матом. В моем кругу никто не курит и не ругается матом. Круг и круг. Но в кругу друзей и в спасательном круге. Да? Я в круге или я в кругу друзей. Видите, немножко эти слова различаются. Круг-круг, в круге, в кругу друзей. 13-е слово. Чёртова дюжина. Мы приближаемся к финалу, друзья. Итак, слово ключ. Ключ. Ключ – это ключ от двери. И также это горный ключ, когда вода идет из гор. Горный ключ.
Но есть еще гаечный ключ, с помощью которого можно ремонтировать что-то. Например, он потерял ключ от двери и не мог попасть в дом. Он потерял ключ от двери и не мог попасть в дом. Самый большой кайф при восхождении — попить ледяной воды из горного ручья. Самый большой кайф при восхождении — попить воды, ледяной воды из горного ручья. Но у меня вода только из стакана, из фильтра. Я же не пью воду из-под крана. Гаечные ключи применяются для закручивания и откручивания гаек и болтов. Гаечные ключи применяются для закручивания и откручивания гаек и болтов. У меня есть комплект гаечных ключей разных размеров. У меня есть набор гаечных ключей разных размеров. 14 — это месяц. Месяц. Месяц — это календарный период, примерно 30 дней. Но месяц — это еще и луна. Луна — это тоже месяц. Интересно. Июнь — это 6-й месяц в календаре. Июнь — это 6-й месяц в календаре. Сентябрь — месяц начала учебного года. Сентябрь — месяц начала учебного года. Вечером на небе виден месяц и звезды. Вечером на небе виден месяц и звезды. Как красиво. Номер 15, последнее слово. Это очки. Очки. Очки — это оптический прибор. Вот очки. Но очки еще и очки в игре. Например, я играю в игру, и я заработал 1000 очков. Вау, 1000 очков, круто. Например, у нее плохое зрение, поэтому она носит очки. У нее плохое зрение, и поэтому она носит очки. Я надеваю солнцезащитные очки только когда я за рулем. Я надеваю солнечные очки только когда я за рулем, когда я веду машину. Вчера я смог набрать 1000 очков в видеоигре. Я смог набрать 1000 очков в видеоигре вчера. Хе-хе, вау! Цель игры — набрать как можно больше очков за ограниченное время. Цель игры — набрать как можно больше очков за ограниченное время. Это все омонимы на сегодня, друзья. Я что-то забыл? Вы знаете еще какой-то интересный омоним? Пожалуйста, напишите в комментариях. Поделитесь со всеми тем, что вы знаете. Конечно же, присоединяйтесь к membership программе и до встречи в новом видео. Учите русский с Максом. Пока! Мне нужен твой мотоцикл, твоя кожаная куртка. Ну, очки у меня и так есть. Hasta la vista, baby.